Прозвучавшие на днях публичные заявления Вольфовича о вероятности вооруженных провокаций на западной границе Беларуси с применением боевого оружия, о якобы прямых угрозах военной безопасности Беларуси и России ни в коем случае нельзя игнорировать. Вольфович – это не просто так называемый госсекретарь Совбеза Беларуси. Этот человек – ключевой агент влияния Кремля внутри марионеточного режима Лукашенко. Ранее мы рассказывали о том, что родившийся в Калуге выпускник военной академии Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал Вольфович является основной креатурой Кремля на замену Лукашенко в случае его отстранения или устранения. В свое время именно Кремль обеспечил стремительный карьерный рост своего ставленника до должности госсекретаря Совбеза, воспользовавшись слабостью и крайней зависимостью Лукашенко от России. Вольфович находится в постоянном контакте со своим кремлевским коллегой Николаем Патрушевым. По приказу Вольфовича весь секретариат Совбеза практически переподчинен россиянам, и ему за короткий срок удалось добиться значительного контроля над всеми министерствами и службами силового блока. Стоит отметить, что в случае отстранения или устранения Лукашенко руководство страной перейдет именно к Совету Безопасности. Соответствующий декрет о чем подписал сам Лукашенко в апреле прошлого года, а ключевую роль в Совбезе играет его госсекретарь Вольфович, являющийся ставленником Москвы. Таким образом, занимая должность госсекретаря Совбеза, а также неформально выполняя функции представителя военного блока России в Беларуси, Вольфович обладает огромными полномочиями и влиянием как на белорусский генералитет, так и на самого Лукашенко. Важно отметить, что ранее, еще 17 апреля этого года, Вольфович также публично угрожал соседним странам – Польше и Литве – возможными разрушениями, взрывами и гибелью людей на территории этих стран. У Вольфовича, в отличие от Лукашенко, нет необходимости играть в военный нейтралитет или независимость от решений Кремля. Это белорусский рупор Кремля, и сказанное им стоит воспринимать с полной серьезностью, даже тем отдельным наивным политикам, которые сегодня еще пытаются заигрывать с самим Лукашенко и рассматривать его в качестве субъекта, способного принимать какие-то независимые от Кремля решения. Вооруженные провокации, о которых заявил Вольфович, это намерение и задача, которые поставлены Кремлем перед режимом Лукашенко. Сегодня это главная роль режима в войне против Украины. И эта задача будет реализовываться Вольфовичем руками марионетки Кремля Лукашенко.